Бои не на жизнь, а на смерть в грузинском парламенте. Порноденьги Трампа и Макрон с призывами прекратить огонь на Олимпиаду. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Британия не будет помогать сбивать российские шахеды над Украиной, боится войны НАТО с РФ. И то, что сейчас нужно Украине, это не западные самолеты для тех парней, которые пытаются сбить их. В Венгрии требуют отстранить от власти Орбана и провести выборы. Сегодня для подавляющего большинства людей поддерживать это правительство – просто позор. Новый теракт в Сиднее, снова нападение с ножом. По данным австралийской стороны, на данный момент в результате инцидента один гражданин Китая погиб, еще один получил ранение. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте рассказывать нам все, что вы думаете в этих комментариях. И подписаться на канал тоже не забудьте. Поехали. Российская армия перейдет в наступление в конце мая, начале июня, говорит глава украинской разведки. Ранее эти же сроки анонсировал президент Украины. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся и посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, а второе, будет продолжать поступать. К тому же РФ старается восстанавливаться как можно быстрее. Журналисты Reuters посчитали, что Россия смогла быстро восстановить ключевые нефтеперерабатывающие заводы и сократить простое этих предприятий с 14 до 10%. Британия не сможет сбивать иранские шахеды над территорией Украины так же, как это было в Израиле, говорит министр иностранных дел Великобритании. Но Лондон обучил 60 тысяч украинских военных, первым предоставил Украине противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки, но нужно избегать даже вероятности эскалации. На самом деле, что мы делаем, это интересный вопрос. Что мы делаем в отношении Израиля, так это подменяем американцев в борьбе с Аль-Каидой, а затем используем наши самолеты, если они могут, чтобы сбивать ракеты и беспилотники. Но на самом деле они не всегда являются лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники. Системы ПВО на самом деле более эффективны. И то, что сейчас нужно Украине, это не западные самолеты для тех парней, которые пытаются сбить их. Что они отчаянно хотят и что мы должны им дать, так это больше систем противовоздушной обороны. Особенно им нужны системы обороны Патриот, которых у Британии нет. У других европейских стран есть, у американцев есть. И я думаю, что в настоящее время наблюдается довольно интересное движение по отправке большего количества систем Патриот в Украину. Это то, что они хотят, это то, что им нужно, и это то, что мы должны им дать. Но британский министр предостерегает от любого контакта НАТО с Россией во время боевых действий в Украине. В грузинском парламенте произошла драка во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Схватка между лидером оппозиционной партии «Граждане» и одним из лидеров партии «Грузинская мечта», который вынес на рассмотрение законопроект, ставший скандальным. Законопроект на стадии дебатов, его рассмотрение продолжается в парламенте, а в это время под зданием собираются люди, которые протестуют против его принятия. Протесты не позволили законопроекту стать законом и в прошлый раз, год назад. Тогда депутаты смогли принять его только в первом чтении, и далее он был снят с повестки. Новый теракт в Сиднее, в Австралии, снова мужчина с ножом, но в этот раз в церкви нападает на священника. Он пришел в церковь Доброго Пастыря и несколько раз ударил ножом епископа, ранил 4 прихожан, которые пытались заступиться за священника. Он, к слову, выжил, и это не простой священник, а довольно известный блогер в Австралии. Буквально несколько дней назад тоже человек с ножом, тоже в Сиднее, напал на посетителей торгового центра. Тогда погибло 6 человек. На инцидент отреагировал китайский МИД, ведь среди убитых и раненых были граждане этой страны.
Министерство иностранных дел поручило посольству и консульствам в Австралии немедленно активизировать экстренные меры по проверке пострадавших китайских граждан. По данным австралийской стороны, на данный момент в результате инцидента один гражданин Китая погиб, еще один получил ранение. Посольство и консульство Китая в Австралии призвали австралийскую сторону приложить все усилия для лечения раненых, а также активно оказывать всестороннюю помощь семьям в преодолении последствий инцидента и внимательно следят за ходом расследования. Два нападения с ножом в людных местах не кажутся совпадением. Тем не менее, нападение на торговый центр в Сиднее полиция продолжает расследовать. Сейчас там заявляют, что, скорее всего, целью нападавшего были женщины, говорит комиссар полиции. В Венгрии призывают к досрочным выборам. Представитель оппозиционной партии Клара Добрев призвала к досрочным выборам на мероприятии, посвященном открытию совместной кампании оппозиции, венгерской оппозиции в Будапеште. Если 9 июня большинство венгерского народа заявит, что больше не хочет, чтобы ими управлял режим Орбана, оппозиция будет бороться за досрочные выборы. В Венгрии в июне пройдут не только выборы в Европарламент, но и муниципальные выборы. Один из самых верных признаков того, что дом рушится, это когда фундамент начинает трещать. Именно это и происходит с Фидес. Сегодня для подавляющего большинства людей поддерживать это правительство – просто позор. Представитель партии европейских социалистов Николя Шмидт тоже выступил на мероприятии, назвав правление Орбана безрассудным, безответственным и недемократичным. Люксембургский политик подчеркнул, что послание социал-демократов антидемократическим акторам и движениям таково: ни сотрудничество, ни коалиции, ни с Орбаном, ни с ультраправыми. Для них это красная линия. Президент Франции предлагает перемирие на время Олимпийских игр в Париже. Прекращение огня он предлагает во всех или хотя бы самых крупных военных конфликтах в мире. И Макрон рассчитывает на помощь Китая в этом вопросе. Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира. Макрон приложит максимум усилий для того, чтобы осуществить свою задумку – олимпийское перемирие, имея в виду войну между Израилем и Хамас, войну России против Украины и войну в Судане. Также президент Франции говорит, что уверен в успешном проведении Олимпиады, безопасном ее открытии на реке Сена, если что, у него есть запасные варианты. Начался судебный процесс над 45-м президентом США Дональдом Трампом в деле о выплате денег порноактрисе. Прокуроры считают, что целью было повлиять на выборы в 2016 году. Теперь 4 дня в неделю Трамп будет находиться в суде и слушать обвинения, а если согласится, то даже давать показания. Это нападение на Америку. Ничего подобного раньше не было. Никогда не было ничего подобного. Все ученые-юристы говорят, что это дело чепуха. Его не следовало возбуждать. Оно не заслуживает ничего подобного. Нет никакого дела. И они говорили, люди, которые не обязательно следят за Дональдом Трампом или любят его, говорили, что это возмутительно, что это дело было возбуждено. Это политическое преследование. Такого преследования еще не было. Никто никогда не видел ничего подобного. И опять же, это дело, которое никогда не должно было быть возбуждено. Это нападение на Америку. И поэтому я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Это нападение на нашу страну, и это страна, которая терпит крах. Это страна, которой управляет некомпетентный человек, который очень сильно замешан в этом деле. Это действительно нападение на политического оппонента. Вот и все. Так что для меня большая честь быть здесь. Большое спасибо. Дональд Трамп стал первым президентом США, который предстал перед уголовным судом. Эксперты считают это дело наименее значимым из 4 уголовных преследований, которые ему грозят. Но это единственное дело, которое гарантированно дойдет до суда до выборов в Соединенных Штатах 5 ноября. Трамп не признал себя виновным, а если его признают виновным, он все равно сможет занять пост президента, конечно, если его выберут. Но, как показывают опросы Reuters и Ipsos, обвинительный приговор может подорвать его перспективы.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, любая ваша реакция важна. Напоминаю еще раз, потому что YouTube тогда понимает, что это видео можно показывать всем, можно показывать большему количеству людей. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.